Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Reuters молнит. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в декабре упадут почти на 50% и на 15% за год. Снижение цены на российскую нефть в ноябре и укрепление рубля, а также возврат нефтяного демпфера приведут к снижению доходов российского бюджета от нефтегазовых поступлений. Александр, пожалуйста, поясните нам, так у нас бюджет становится независим от нефтегаза или мы просто стали меньше зарабатывать на нефтегазе? Меня вообще в теме, насколько произошло снижение, радует два обстоятельства. Обстоятельство первое. Все просто напрямую сравнивают с доходами прошлого года, ужасаются. И второе, никто даже не пытается, ну, по крайней мере, вот из тех комментаторов, которых я слышал, и тех новостей, которые я читал, никто даже не пытается, ну, провести сравнение, а сколько закладывалось. Ну, то есть я понимаю, что сравнение с прошлым годом никакие доходы не выдержат. Но планировалось-то сколько получить? Насколько произошло снижение не относительно прошлогодних показателей, а относительно показателей, которые были заложены в бюджет и были пересмотрены в мае 2000, по-моему, в мае, да, 2025 года. Тут вот какое обстоятельство, дорогие друзья. Когда говорят про нефтегазовые доходы бюджета, то не сказать лукавят, но а, немножечко упрощают ситуацию. В каком смысле? Нефтегазовые доходы бюджета – это не нефтегазовые доходы. Это определенная категория налогов и сборов, которые просто так назвали – нефтегазовые доходы. Это не означает, что это все доходы от нефтегаза. Это означает, что вот есть ряд налогов, которые специфические и которые вот отдельно специально учитывают. Зачем отдельно специально учитывают, это все уходит в 20-летней давности события. Мы сейчас их касаться не будем. Мы лучше посмотрим, а что это за налоги-то такие, для понимания, опять же, ситуации уважаемой аудитории. А то нам вот с Борисом в одном из эфиров задали каверзный вопрос. Что это вы вот рассказываете, что нашу нефть продолжают покупать? А что это, если ее продолжают покупать, доходы-то снижаются? Ну, видимо, часть аудитории, я уверен, не вы персонально, а вот какая-то другая часть аудитории, ну, немножко не понимает, как эти нефтегазовые доходы формируются. Докладываю. Первый, главный, крупнейший нефтегазовый доход нашего бюджета, крупнейший налог нефтегазовый – это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. Собственно говоря, первая категория налогов, которые учитываются, это налоги на добычу полезных ископаемых. Там учитывается нефть, газовый конденсат и, собственно, газ природный. Также учитываются вывозные таможенные пошлины. Но, правда, для нефти и нефтепродуктов больше у нас нет вывозной таможенной пошлины с 1 января 2024 года. Это не чья-то злая воля, это реформа налогового законодательства, которая была запущена в 2018 году, точнее была сформирована в 2018 году и запущена с 1 января 2019 года. То есть так было запланировано, что вот до таких показателей вывозной таможенной пошлины дойдут. Но что же это значит, какие-то доходы выпадают? Нет, это было сделано, ну вот это обнуление этой пошлины, было сделано для того, чтобы отвязать зависимость пополнения бюджета Российской Федерации от конъюнктуры на мировом рынке нефти, газа и вообще. Где логика? А логика следующая. Вы убираете вот эту вывозную таможенную пошлину, и вы становитесь независимы, точнее бюджет становится независим от того, сколько нефти вывезут. Сколько нефтепродуктов вывезут. Но где логика? А от чего же тогда зависит? От налога на добычу полезных ископаемых. Просто ставка налога была увеличена на добычу полезных ископаемых, и налоговое давление с, ну, такого равномерного распределения между добычей и экспортом была перенесена просто на добычу. Ну, у этого действия было несколько, скажем так, стандартных возражений. Мы сейчас этих возражений касаться не будем, а то мы здесь вот
Я, знаете, начну в течение часа пытаться рассказывать про эти налоговые хитросплетения, как там дополнительные новые налоговые режимы включались. Я думаю, в рамках этой беседы это будет не актуально, просто зафиксируем, что у нас, еще раз, главный, крупнейший налог – это налог на добычу полезных ископаемых на нефть. В отдельные годы он давал 2/3 доходов. В другие годы он давал до 90% нефтегазовых доходов. Ну, вот такая вот история. Да, конечно. Тут есть еще ряд вычетов налоговых. Например, тот самый упомянутый демпфер. Это налоговый вычет. Этот налоговый вычет, как и сами наши налоги, которые отвязаны от ситуации на мировом рынке, зависят от цены российской нефти. От цены российской нефти, номинированной в долларах, и от курса рубля к доллару. То есть, если российская нефть, как и любая другая нефть, дешевеет, а рубль укрепляется, то есть количество рублей в каждом отдельно взятом долларе сокращается, то значит в рублях цена российской нефти снижается опережающими темпами. То есть долларовая снижается, а рублевая снижается опережающими темпами. И крупнейший налог начинает приносить меньше дохода. Кстати, когда я говорю крупнейший нефтегазовый налог, для понимания масштабов, то нужно понимать, что это не просто крупнейший нефтегазовый налог, это второй, насколько мне известно, по величине налог вообще в стране, который называется Российская Федерация. То есть в прошлом году этот налог дал, без учета вычетов, более 10 триллионов рублей. НДС, крупнейший вообще налог в России, дал порядка, если я правильно помню, 15 триллионов рублей. Ну, для понимания масштабов. И в прошлом году, в 2024, в силу целого комплекса причин, нефтегазовые доходы у нас были просто рекордными. Просто, знаете, исторический рекорд. Сейчас, когда доходы падают, вот эти упавшие доходы, знаете, дадут примерно четвертый результат по сбору вот этих нефтегазовых доходов за всю историю сбора нефтегазовых доходов. О, ужас, какой кошмар, как они жутко упали. Упали ли они? Безусловно. Я в данном случае не пытаюсь опровергнуть тот факт, что они снижаются. Да, они снижаются, еще раз. Нефть подешевела в долларах, количество рублей в долларе сократилось. Соответственно, в рублях нефть еще быстрее, еще сильнее подешевела. А это сказалось на нефтегазовых доходах Российской Федерации. Но когда мы говорим про, как бы в отрыве от некой не динамики, прошу прощения, в отрыве от исторического некого контекста, а как вообще, вот сколько там собирались за все время, то мы просто создаем у аудитории какое-то состояние ужаса и серии, господи, все пропало, налогов меньше собирается, а там еще какие-то налоговые вычеты предоставляются, это какой-то... Друзья мои, еще раз, четвертый результат за всю историю. Это после падения. Плохо это? То есть то, что падают доходы, да, это плохо, безусловно. Но это будет, не крупнейший, не один из крупнейших, скромно четвертый результат. Считать, если, опять же, память меня не подводит, наши нефтегазовые налоги как отдельную категорию начали с 2006 года. Минфин стал вести соответствующую статистику и публиковать ее. Вот с 2006 года это будет четвертый результат. И с учетом пересмотренных планов падение будет не столь значительным, оно будет отличаться в сторону понижения от тех ожиданий, которые сформировались по наполнению бюджета со стороны вот этой категории. Но падение будет не 30, не 20, не 40, не 50, не 60 или сколько там процентов. Каждый раз рисуют, и у людей глаза выпученные, какой кошмар, какой ужас. Да, падение будет, но не столь значительным. Тут вот какой момент хотелось бы обозначить. Я, кстати, надеюсь, что ловкий монтажер сейчас приделает соответствующие новости мая 2025 года, чтобы было понятно вообще, о каких величинах идет речь. Что со скольки пересмотрели в сторону понижения, я постараюсь не забыть и пришлю эту новость, чтобы вот она появилась в этот момент. Что хотелось бы еще обозначить, дорогие друзья. Я уже, в общем-то, упомянул, что это не все нефтегазовые доходы. То есть нефтегазовые доходы, о которых говорится, это не все нефтегазовые доходы. У нас, как это не удивительно, но НДС платят все, включая и нефтяников, и газовиков, и всех-всех-всех. Налог на прибыль платят все. И прочие налоги и сборы, которые не носят специфический нефтегазовый характер, платят все. И поэтому у нас отдельные компании могут заплатить
по нефтегазовой составляющей там 2-3 триллиона рублей, а вообще 7 триллионов рублей и более. Вот, например, наша крупнейшая нефтяная компания может заплатить, знаете, по нефтегазовой составляющей, как бы там половина вот налогов, которые она заплатит, это будут не специфические нефтегазовые налоги, а в целом там будет где-то 7 триллионов, если все остальные посчитать. Или крупнейшая наша газовая компания. Ну, примерно так же будет. Там чуть меньше, но все равно сопоставимо. То есть, когда говорится о снижении нефтегазовых доходов, то говорится не совсем о снижении нефтегазовых доходов. Говорится о сокращении поступлений от отдельных налогов, которые зависят от мировой конъюнктуры. Хотя наш бюджет должен был стать в ходе большого налогового маневра, финального витка большого налогового маневра, должен стать независимым от вот этих телодвижений на мировом рынке. Но, видимо, что-то пошло не так. Ай-яй-яй просто. Кто бы мог подумать, что что-то пойдет не так? Ну да ладно, знаете, давайте еще разочек вернемся в чарующий мир налога на добычу полезных ископаемых на нефть. Он, вот этот вот налог, крупнейший нефтегазовый налог и один из крупнейших в стране налогов, претерпел ряд изменений за последние как минимум 3 года. В конце 2022 года этот самый налог решено было пересмотреть ввиду запрета на импорт российской нефти морем, который был введен с 5 декабря 2022 года. Вот недавно мы трехлетие этого события могли отметить, но не стали. Какое изменение было проведено? Было проведено следующее изменение. Если раньше этот налог просто зависел от цены российской нефти в Роттердаме и на Сицилии, в порту Аугуста, то есть брались расходы на доставку, бралась цена ФОБ, там страхование, вот это все. Ну и вот, пожалуйста, вот цена в порту поступления. То теперь-то в порту поступления вы ничего не могли посчитать, просто потому что этот порт и один, и второй, эти порты стали недоступны. Поэтому некая средняя арифметическая цены нефти марки Urals посчитать было невозможно. Кстати, Urals. То есть, когда говорят про налог на добычу полезных ископаемых на нефть, НДПИ на нефть, то говорят не о реальной цене российской нефти, любой, каждой отдельно взятой марки. Нет. Говорится про показатель, который привязан к крупнейшему нашему экспортному сорту, к Urals. Но все остальные как бы пляшут от показателей Urals. Так вот, какое изменение было произведено к 5 декабря 2022 года? Значительное. Теперь вместо реальной цены в Роттердаме и в Аугусте стали считать условную цену в Роттердаме и в Аугусте. То есть бралась цена ФОБ в Приморске и в Новороссийске, считались условно, сколько стоит, сколько бы потратили на транспортные расходы, чтобы доставить из Приморска в Роттердам и из Новороссийска в Аугусту на Сицилию. И считали это, и говорили, ну вот примерно столько бы наша нефть стоила. Добавляли туда показатель курса рубля к доллару, пересчитывали по особой формуле. Вот если сейчас ловкий монтажер эту формулу привяжет, будет очень мило с его стороны. Легкая, понятная, простая, хорошо запоминающаяся формула. Посмотрите на нее. Ну или можно это вырезать, если формулу не подставят. Так вот. Потом еще несколько раз пересматривали эти показатели. И сейчас мы имеем следующую картину. Сейчас мы забыли, наконец, про Роттердам, про Аугусту. Теперь у нас цена считается по ФОБу в Приморске и в Новороссийске. Кто считает, как считает, это не важно. Кто надо, тот считает. И лишь и 80% берется цены вот этой ФОБ Приморск, ФОБ Новороссийск, и еще 20% от показателя вот, финального цены нефти нашей берется от нефти марки ESPO, то есть ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан. Это смесь, которая, собственно говоря, прокачивается по этому нефтепроводу. Если вы сейчас, к настоящему моменту, чего, какие, что, я вас понимаю, я вас понимаю, но вот для общего понимания ситуации эти данные важны. То есть сейчас у нас налог на добычу полезных ископаемых после последних изменений зависит от цены нефти марки Urals на 80% в порту отправления Приморск, в порту отправления Новороссийск. Берется среднеарифметическое за месяц, вот в этих, точнее складываются показатели в этих вот портах, считается среднеарифметическое, вот красота получается, точнее, я вас сейчас тоже запутал. Берутся показатели в этих портах,
делится на количество дней в месяц, и получается среднее арифметическое за месяц. И 20% это и SPO. У нас, понимаете, неожиданно оказалось, что основное направление поставок не Европа, а Азия. Но до налогового кодекса у нас пока эти нововведения не дошли. И тут нужно учитывать, что изменилась методика подсчета НДПИ на нефть. И она тоже сказалась на конечной сумме собираемой. Но в данном случае она сказалась в сторону повышения. Потому что котировки ВСТО выше котировок Юралс. И получается, что после последних изменений, вот если бы, точнее, последних изменений не было, если бы ВСТО не добавили в эту схему, то количество собираемых налогов было бы меньше. Ну, потому что раньше налоговый кодекс не замечал, что у нас морских поставок в Европу больше нету. Ну не до того было налоговому кодексу или кто там в него вносит изменения. Тут заметили, поэтому ситуация, которая складывается в этом году, не так плоха с поступлениями, как она могла бы быть, если бы этих изменений не произошло. В дальнейшем, я думаю, доля, восточная доля, будет расти и дальше. И привязка нашей добычи налога на добычу полезных ископаемых на нефть в Российской Федерации от условных показателей на западном направлении будет все меньше и меньше. Но это будет где-то там, в отдаленном будущем. Пока замечу следующее. Точнее, в завершение замечу следующее. Поступление в бюджет в следующем году ориентируется на относительно низкие показатели цены российской нефти. Там меньше $60. Сейчас не суть важно, потому что их еще могут пересмотреть по ходу года. Но реальные поступления будут зависеть от реальной конъюнктуры, которая сложится в 2026 году. Если в 2026 году будет ожидаемый переизбыток предложения, ну да, с ценами будет ай-яй-яй. И с поступлениями тоже будет ой-ой-ой. А если вдруг переизбытка не будет, если вдруг цены восстанавливаться начнут, как бывало уже за предыдущие 10 лет в подобных ситуациях, тогда и поступления в бюджет увеличатся. Как-то так. На сегодня все, дорогие друзья. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.